север, затмили светило, я в это не верил. Я снова вновь свете лечу на ветрах, коксовые не на снежных цветах. Свет светло, прямо в пекло, солнце блекло незаметно. Вновь сгущалась в глазах ярость, Марсом птицы знают жар. Только снижен нуля, чтобы снова нажать меня. Под пламя умерших людей, морозный цунами бескрайних морей. Огни севера в бонги взрывают нам бронхи, сладким дурманом дробя нас. Мы знакомы лет 7-8, наверное. Ну да, с 2012, мне кажется, года примерно. И нам нравился на тот момент всяких там хоррор-кор, немецкий, чешский, австралийский. И мало кто слушал такую музыку из того же города, там, из каких-то общих знакомых. Наверное, это как раз была отправной точкой. Мы скооперировались и попробовали что-то сделать. Ублюдков за спинами. Мы грабим могилы и плюем на плиты им. Вот теперь-то мы квиты. Ложь до темного гетто, в ответ столько лет от небес нет. Он мне скинул какую-то демку записанную на какой-то студии в подвале с очень жестким питчем, низким. За ночь написал куплет, и все. Мы пошли на студию. Да, мы потом пошли на студию перезаписывать. На квартиру его. к чуваку. Да, в Туле. У него был он был рэпер точка, у него был ник Кинг, такая просто стойка микрофона посреди комнаты. Вместо мембраны, по-моему, чулок, ну вот это классика всякая. Там все в граффитосах было таких. И кальян он курил еще. Не помню, какие-то наклейки с кальяном там были. Да, Что-то смешное. underground. Тульский, кальянный. Цели вообще никаких не ставили. Такая классическая хоррор-рэп какой-то, который мы в то время слушали. Мы его попытались через свою призму пустить. Мы просто записывали треки, даже не задумываясь о качестве звука, вообще ни о чем таком даже речи не шло. Там был питч минус 7 там где-то туда вниз. Это было не потому, что мы хотели именно сделать какой-то грязный нойз, и там как гражданская оборона, допустим, делать такой звучок наперекор всей сцене, а потому что у нас просто не было скиллов, там мы не могли спеть, у меня вообще был какой-то топорный флоу квадратами, а потом в процессе практики, когда ты уже выпускаешь релизы, пытаешься выходить из зоны комфорта, там экспериментируешь с чем-то, как раз это приводит к тому, что ты начинаешь делать что-то новое. Да, но все равно даже сейчас там люди кидают треки вот эти, там 13-14 год, говорят, вот это то, что надо вообще. Но я не знаю, как это сейчас можно слушать, но в этом есть какая-то типа ностальгия, да, и у них играет тут ностальгия, и это понятно. Сейчас всерьез такое слушать, я не знаю, как это воспринимать вообще. Когда начинали записывать альбом, столкнулись с такой проблемой, что нам нужно найти человека, который будет этим альбомом заниматься. Мы перепробовали достаточное количество звукарей, и в итоге нам наш битмейкер Шаути Глак подсказал вот чувака знакомого, с которым можно сотрудничать, и мы так и познакомились здесь, да. Снова вижу вселенные знаки, две планеты, черные зраки, 3 шестерки в зодиаке. Поджигаю звездный факел, устремляю руки к небу, открываю вам ладони. Мир тебе, кем бы ты ни был, мы сидим в одном загоне. Ну давай пока оставим, да. Некоторые делают, там, допустим, очень пережмут вокал, и это сразу просто в уши сразу бросается, что вокал очень сухой. Поэтому главное, чтобы он яркий и, главное, живо звучал. Я больше человек, который воспринимает что-то визуальное. То есть даже в нашем музыкальном проекте второй участник в черной маске больше занимается музыкальной частью, потому что у него лучше это там получается, лучше слух, а я занимаюсь всякими стилистическими и визуальными вещами. Один из
вечеров взял краски, типа гуашь какая-то детская была дома. Начал относительно регулярно рисовать. Это скорее не какая-то там коммерческая штука или типа вещь, которая, на которой я хотел бы заработать. Это скорее, опять же, выражение своих эмоций. То, что я в нее закладываю, появляется после того, как я уже ее нарисовал. То есть я могу, у меня что-то в голове возникает, я рисую, думаю, блин, это какая-то абстрактная херня. А потом, когда ты уже на нее смотришь с цветом, ты понимаешь, точнее, у тебя возникают какие-то конкретные мысли по поводу. Мне нравятся баски очень сильно, потому что у него такой примитивизм. Мне вообще нравится больше примитивное искусство, а не реализм, потому что, мне кажется, через примитивные образы, когда ты передаешь какую-то мысль, она выглядит интереснее, чем там, пейзажами, потому что техника техникой, но вообще в целом в любом искусстве меня больше привлекает контекст. Баски — это как один из примеров. Мне из относительно классических художников нравится Анри Руссо. Достаточно смешно рисовал всяких животных, потому что он ни разу не был в Африке, и он типа рисовал их так, как, по его мнению, выглядит. Вообще он типа на таможне, по-моему, работал сначала, и никто из художников его не признавал. Как будто мы на научной конференции между себе. Типа опыты обезьяны рисуют. И пока не умру, я топлю за свой отряд. Веду, когда все крепко спят, а ну-ка уноси свой зад. Да и пока буду тут, я топлю за свой отряд. На дно глубокого болота вас затянет, как петля. И пока не умру, Тот же оккультизм, сатанизм — это как противопоставление какой-то массовой культуре. Кстати, не было для того, чтобы мы хотим там в пику всем выпустить какой-то музон, который будет с какими-то там щекотливыми темами, неслушабельными. Просто это, видимо, внутренняя какая-то эмоция была, противоречие, которое выплеснулось вот в музыку. Мы не самые приветливые люди, там, чтобы... И социальные. Да, чтобы как-то еще радоваться тому, что нас узнают на улице. Что для нас общество? Среда обитания, биом, не знаю, там, ходишь, пожрать себе крафтишь, поживаешь. Блин, не знаю, я, если честно, как и мой коллега, я не очень социален в плане того, что мне не нравится проводить постоянно время среди людей, и типа я боюсь иногда большого скопления, мне некомфортно. Но причем это стало выражаться как раз более остро в последние годы. И поэтому, я не знаю, я расцениваю общество как скорее какую-то среду, в которой нужно выжить, вот что-то такое. Типа вот, и вот даже выходишь на улицу, я прям, выходя из подъезда, напрягаюсь, типа, и такой, все время, пока я иду по улице, я напряжен, я в ожидании чего-то, типа того. Очень сложно было, на самом деле, 3 трека выбрать, но я выбрал по тому принципу, что на меня влияло именно на то, какой рэп я пишу, и вообще, типа, что я переслушиваю спустя годы. Включаем трек, значит. А клипа нет? Нету клипа. Тут классный инструментал, он сам еще биты делал. И там порнуха засэмплена, там типа такие телочи вздохи, типа их трахают, очень здорово. Мне прям нравится. Вот сейчас будет. О. Кайф вообще просто, постоянно прям слушаю, еду где-нибудь. Tape, the devil's playground, but this time we're gonna drop a verse for you bitches on ID. Крутой бит еще очень опять. Pink Floyd Shine on You Crazy Diamond, короче, трек. Там очень крутое саксофонное соло. И, в общем, он длится 13 минут, поэтому... Это, по-моему, альбом Wish You Were Here, что-то такое называется, где там чувак с горящей головой пожимает руку другому на обложке. Мне вот, если честно, The Wall не очень нравится у них, типа, альбом уже, а вот это самое классное. Это типа рисованный клип какой-то? Да, и рисованный клип у них есть, да. Ну, такой кислотный достаточно.
Но они, в принципе, сами парни были такие кислотные. Кайф обычно на этом месте вообще. Часто их слушал еще где-то лет, наверное, 4 года назад. One hit right here, hit right here, Но это относительно новый. right here, went through right there. Охуенный стиль очень. Ich träumte von Geld, ein Album später wach ich auf in einem neuen Ziel. Was ist passiert? Ja, ich hab Strafen kassiert. Man könnte sagen, fick mit mir, du hast die Straße in dir. Ich bin am Halluzinieren. Also sag mir, warum argumentieren? Sie sagen, Tschüss ist nicht. Короче, охуенный трек. Все его знают и слушали когда-то. Они приезжали в Олимпийский, я гонял на их концертах, очень охуенно делают. Ну и часто очень слушал их раньше. Флака Вэлли 2 тоже классика. Охуенно. Тоже очень часто слушал это. Mentally ill, please someone call a doctor. 911, it's emergency, go get a doctor. You don't know by now, boy, they call me Waka Flocka. Got a bad habit, I might OD off yappers. Whole bunch of choppers for my enemies. Devil into me, my mind on injury. I'm in front of the jury like I'm guilty. Shouted, try me, so I killed them all GP. Mama, sorry. Совершенно неважно там откуда ты, вообще чем ты занимаешься, там какое-то там социальное положение, грубо говоря. И музыка, она сплачивает как раз совершенно разных людей на том же концерте. Любая музыка, она как-то помогает человеку, там, допустим, да, пережить что-то он слушает, как терапия. Там, у него что-то случилось, он загрузился, ему не с кем поговорить, допустим, он включает музыку, слушает ее, там, ищет какие-то ответы, и, может быть, ему становится легче как-то немного. Ну да, какой-то резонанс возникает, музыка, это же колебания, и внутри него возникает такая же частота, там, что-то такое. Наверное, ты болен настолько, насколько, короче, ты сам считаешь себя больным. Вот. Если даже у тебя ничего не болит, но ты считаешь себя больным, а ты будешь чувствовать эту боль как-то психосоматически, мне кажется. Даже если там у тебя никакой орган конкретно не болит, но ты загнался по этому поводу. И то же самое по поводу твоего психического состояния. Даже если у тебя реально нет никакой проблемы, но ты при этом считаешь, там, что у тебя пограничное расстройство личности, то, наверное, рано или поздно оно у тебя действительно начнется. Да, но если ты не думаешь об этом, это не значит, что ты здоров. Да, тоже. Если за тобой никто не следит, это не значит, что слежки нет. Мы больны, неизлечимо. Мы больны,